Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Зачетную видюху про V8 спорт-коллектора увидеть не хотите ли? Итак, у нас сегодня в работе X5 в E53 кузове с Николай 62 двигателем 4.8 на установку прямоточных коллекторов. Вот они у нас вот такие вот красивые. И дабы показать, что данные спортивные коллектора не являются просто красивой бутафорией из нержавеющих труб, сделаем замеры разгона автомобиля до и после. В стоке машина выдает 360 лошадей и разгоняется до сотни за 6,1 секунду. А это по паспорту и в идеальных условиях. Сейчас посмотрим, насколько она разгоняется по факту. Источники света все отключены, лоджик активирован, на улице 23 градуса. По периметру для безопасности расставлены местные бандиты. Поехали! Итак, рабочий процесс идет полным ходом. Для того, чтобы демонтировать выпускные штатные коллектора, необходимо вывесить двигатель, снять привода, подрасчехлить немножко и опустить подрамник. Подводит немного резонатор, уставший, звук немножко не дотягивает, есть небольшая резонация. Вот, но это ничего страшного, в следующий раз мы ее скроем, усилим, и звук будет максимально сексуальный. Давай еще разок. Итак, а теперь замеры после. Лоджик активирован, коробка в спорт, а на улице на 4 градуса больше, чем было при замерах до. Поехали. Итак, подведем итоги после установки коллекторов и замеров скорости от 0 до 100 км. Первый замер до составил у нас 7,2 секунды. Притом при всем, что у нас температура была даже чуть меньше, 23 градуса. А после установки коллекторов при температуре 27 градусов мы сделали показатель 6,8, да, если не ошибаюсь. Но если бы мы участвовали в каком-нибудь драг-рейсинге, это было бы достаточно актуально, и мы бы ушли примерно на 2-3 корпуса точно. Вот эти доли секунды, которые мы прибавили, они достаточно важны в спорте. Конечно, в гражданке это не очень интересно, но тем не менее тоже приятно. Мы добились хорошего, приятного звука. Тут осталось только отремонтировать резонатор, звук будет просто бомбический. Ну и, собственно, прибавили машине 0,5 секунд скорости. На профессиональном диностенде при замерах до и после был бы плюс примерно 20-30 лошадиных сил, из которых 5% приходится на вырезание катализаторов, вторые 5% идут на саму прямоточную систему и определенные изгибы труб спортивного коллектора. Результат лично я очень доволен. Еду сдавать машину клиенту. До новых встреч, всем пока!